Приветствую, дорогие друзья! Добро пожаловать в 10-ю часть, предпоследнюю, нашего большого и волшебного мастер-класса по созданию аликорна. Сегодня мы займемся финальными шагами. Я покажу, как аккуратно пришить крылья, сшить спинку, закрепить голову, пришить глазки, сделаем вышивку ресничек, также пришьем ушки, рог и корону. А также я расскажу принцип вязания гривы и хвоста. Устраивайтесь поудобнее, берите в руки крючок и давайте продолжим творить это чудо вместе. Итак, начнем мы с пришивания крыльев. Для начала отметим место, в которое будем вставлять каркас, вот этот крыло. Итак, я приподнимаю ножку, и получается от вот этой складочки над 7-м рядом. Надеюсь, видно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот над 7-м рядом. А здесь четко, вот где заканчивается ножка, поднимаемся вверх. Вот сюда, между столбиками. Теперь необходимо это отверстие расширить аккуратно. Я это делаю с помощью ножничек. Берем крыло. И вставляем его сюда, в это отверстие. Вот так. Вот таким образом будем пришивать. То же самое повторяем с этой стороны. Итак, вот я продела 2 крыла. Все симметрично. Теперь их необходимо между собой скрепить. И скрепить так, чтобы не стянуть туловище. Может быть, совсем немножко. Ну, вот таким образом. Сейчас проверим. Все, ничего не стянуто. Вот так скрепляю. Здесь делаю петельку. Если у вас проволочка потолще, то используйте плоскогубцы. Вот так получается. Теперь обматываю пластырем. И обматывать я их буду, вот эти 2 проволочки, вот здесь. То есть у самого основания, где мы их скрепляли. Для того, чтобы они не разъезжались. Вот так. И дальше наверх. Хорошо при этом стягиваем. Обматываю полностью. И вот так закрепляю.
Теперь это мы спрячем, вот этот остаток, сюда вниз. Сейчас пришьем крылья, а потом наполним холофайбером и сошьем спинку. Заправляю вот эту ниточку, остаток, в иглу и покажу, как я пришиваю. Заправила. И теперь вот так немножко наискосок, то есть не четко по ряду вот этому, а спускаясь где-то на один ряд, пришиваю. Подхватываю за туловище эту ниточку, спрячу потом внутрь. И вот здесь под косичку. Снова вот здесь за туловище, а здесь под косичку. Вот эти ниточки все я спрячу вот сюда внутрь, когда дойду вот сюда. Тому сейчас их просто убираю, чтобы они не мешали. Еще немного покажу. Вот так. И под косичку. Пришиваем так по кругу. Ниточки прячем вот сюда внутрь. Вот я уже подошла к началу пришивания. И теперь вот здесь хорошо необходимо закрепить. Вот так. Вывожу на изнаночную сторону вот сюда. Вот так выглядит. Все аккуратно, крепко пришито. Здесь делаю узелок. Вот так. Теперь этой же ниточкой перехожу на вот эту сторону. Тоже сейчас, чтобы было немного по диагонали. Вот сюда вывожу. Здесь не стягиваю. Оставляю вот как получается. Делаю узелочек. И дальше пришиваю точно таким образом по кругу. Пришила, вот так получается. Все симметрично, аккуратно и крепко. Сейчас делаю узелок изнутри и будем наполнять холофайбером. Теперь плотненько заполняем холофайбером
вот эти все места, где пустота. Вот, именно вот здесь, в шею, потом добавим с помощью ножничек. Я беру холофайбер, вот это сюда вниз и холофайбером сверху. Вот так сюда в ножки, там в передние ножки тоже. То есть заполняем вот здесь все пустоты, чтобы мы могли сшить спинку. Потом, если что, через шею немножко еще можно будет вот здесь уплотнить. Вот таким образом. Главное, чтобы вот здесь в ножках везде заполнить. Заполнила пустые места. Вот так плотненько получается теперь. Заправляем белую ниточку в иглу. Будем сшивать спинку. Вывожу иголочку, прячу узелок. И сшивать я буду за крайние полупетли. Вот так. Одна полупетелька, вторая. И вот таким образом равномерно сшиваем. Сшиваем вот сюда, до шеи. Вот остается еще немножко. Вот здесь, чтобы не было дырочек, захвачу. Главное, чтобы все было аккуратно и крепко. Вот так получается. Теперь делаю узелок. Вот здесь. И прячем. Еще разок. Теперь отрезаем. Вот так получается. Крылышки. Теперь заполняем пустые места вот здесь, в области шеи. Готово. Теперь пришьем голову. Центр мордочки вверх. Вот здесь у нас были горизонтальные ряды, мы провязывали поворотные ряды. Вот это верх, центр. Теперь располагаем голову. Я буду пришивать так, чтобы голова была направлена немного вниз. Можете делать вот так вот ровно, как вам больше нравится. Итак, сейчас закреплю с помощью иголочки. Так. И вот здесь. Проверяем, чтобы все было ровно. Вот так. Заправляю сейчас вот этот остаток нити в иглу и пришиваю по кругу, точно так же, как крыло. Подхватываю за голову и под косичку, за голову и под косичку. И по мере пришивания, потом, когда останется немного места, я добавлю холофайбер, чтобы голова не болталась. Принцип, надеюсь, понятен. Я покажу уже в готовом виде.
решила показать. Я уже почти пришила. Вот у меня осталось только сзади сшить. Вот ровненько получается все. И сюда я добавляю холофайбер. Вот так с помощью ножничек. Готово. И теперь продолжаю пришивать дальше. Пришила. Вот так получается. Теперь делаю закрепку, узелочек и прячу внутрь. Вот уже вырисовывается форма. Теперь сделаем разметку ушек, глазок, короны и рога. Начинаю я с рога. Вот здесь на центре. То есть здесь высоту смотрите, как вам больше нравится. Поэтому по рядам я уже называть не буду. Здесь уже можно проявить хорошо свое творчество. Главное, чтобы все было по центру. И если это парные детали, то симметрично. Вот так рог. Теперь ушки. Вот так. Тоже поуже, пошире. Смотрите, это все уже на ваше усмотрение. Второе прикрепляем. Вот проверяем, чтобы было на одной высоте. Теперь корону. Корона здесь связана таким образом. Вот, то есть пришивать я ее буду вот здесь, за вот это место. Вот так она ложится. Так. И вот сюда к ушкам. Это я делаю для того, чтобы разметить глазки. Вот так. И теперь глазки. Если вы будете вязать с ресничками, учитывайте, чтобы здесь еще осталось место. Вот так. То есть глазик, чтобы был не впритык к короне. Начинать я буду с глазиков, так как здесь будет вышивка. А для того, чтобы хорошо пришить глазки, хорошо разметить, вот чтобы осталось место, необходимо сделать разметку всего остального. Второй глазик. Вот так получается. Определилась с местоположением глазок. И теперь я заправляю вот эту ниточку в иглу и буду пришивать глазик. Тоже немного покажу. Все пришиваю я по одному принципу. Вот так. Здесь я буду пришивать за полупетли. Вот так подхватываю за голову. И вот здесь за полупетельку. Таким образом пришиваю вот сюда.
пришила, сделала узелок и теперь ниточку прячу внутрь. Вот такой глазик получился. Эту я отрезаю. Теперь заправляю ниточку черного цвета. Будем пришивать верх глаза и вышивать реснички. И вот еще, кстати, хотела показать, у этой лошадки я делала просто вот сверху пришивала и маленький уголочек. То есть, если вам нравится, можно сделать так. Заправила. Теперь прячу узелок. И вывожу ниточку вот здесь, где мы заканчивали пришивать вот эту белую часть. И теперь вот таким образом, шагом назад и небольшими стежками пришиваю по самому краю глазика. Так. Вот вывожу рядом, а потом буду подхватывать глаз. Эти ниточки прячу. Сначала пришьем, а потом сделаем вышивку. И вот таким образом пришиваем до уголка. Вот сюда, прямо до белочка. То есть не до зеленого, а вот сюда. Вот так получается. И теперь таким же образом возвращаемся назад. Только пришиваем теперь, стежки вернее делаем рядом с глазом, чтобы вот эта линия была потолще. Вот таким образом. И возвращаемся вот сюда в уголочек. Вернулась вот сюда в уголочек. И теперь будем вышивать реснички. Захожу немного вот сюда вниз. Буквально здесь на один ряд, на один столбик, вернее, это между столбиками. И теперь еще раз вот сюда. И теперь, чтобы ресничка получилась вот такая вот круглая, мне нужно вывести иголочку вот здесь. То есть длину реснички здесь, смотрите, выбирайте. У меня будет самая крайняя ресничка на длину, получается 1, 2, вот 1, 2, 3 ряда.
И от глазика вот этого по диагонали вот сюда вверх. Сейчас отмечу. Вот здесь я выведу иголочку. 1, 2, 3, ну, в 4-м ряду. Вот так. Убираем. И теперь, чтобы она была такой круглой формы, я ее просто закреплю. Для этого я возвращаюсь вот сюда. Она будет немного ниже глазиком. Вот так. И вывожу вот здесь, практически на середине вот этой длины. И на уровне, вот, чуть-чуть ниже. В общем, вот так, по квадрату можно сказать. В уголок квадратиком. Вот так получается. И теперь, перекидывая через ниточку, я вывожу иголку вот возле глазика. Отсюда будет вторая ресничка начинаться. Вот так. Вторая ресничка будет на той же высоте. И вывожу иголочку тоже вот сюда. Чуть-чуть выше вот этой линии. Вот так. Закрепляю. И вывожу уже вот здесь. Между роговицей и белком. Так. И то же самое на этой высоте и чуть-чуть выше вот этой линии. Вот так. Теперь вот здесь я закрепляю. И вывожу, чтобы сделать 3 реснички нижние. Здесь тоже смотрите расположение, где вам больше нравится. Я спущусь на 1, 2, 3, 4 столбика вниз. Вот так. Эта ресничка располагается практически параллельно, немножко ниже. Теперь на небольшом расстоянии вывожу иголочку. Вторая ресничка уже немного вниз. Через ряд. И снова через небольшое расстояние вывожу.
вот так еще чуть ниже. Сейчас здесь подтяну. Вот так. Вывожу вот здесь. Вот такие реснички получились. Здесь делаю узелочек. Маленький, чтобы его можно было спрятать вовнутрь. Вот так. И прячу внутрь. Вот такой глазик получился. Здесь ниточку я отрезаю. Вот все аккуратненько. Вот так выглядит. Точно так же пришиваем второй глазик. Затем пришиваю рог. Корону я снимаю. Затем пришью рог вокруг, то же самое добавив холофайбер вниз, чтобы он хорошо держал форму. Затем пришью ушки и корону. Покажу, как пришивать корону. Я ее просто пришиваю с вот этой стороны в нескольких местах, закрепляю. Все вот это пришивается точно так, как крылья, как глазки. Чтобы видео не затягивать, я уже покажу в готовом виде вот эти детали. Я пришила, готово. Вот ушки, рог и глазки. Сейчас пришьем корону. Корону теперь снова прикрепляем с помощью иголочки. И теперь ее необходимо будет пришить буквально несколькими стежками. Вот эти вот хвостики я потом прикреплю с помощью вот этой ниточки, которую оставляла маленькую. А сейчас заправила оранжевую. Прячу узелок. Вот так. И пришивать буду за вот этот ряд под желтой вышивкой. Буквально несколькими стежками. То есть нам ее необходимо просто закрепить. Так. По центру теперь. И дальше между треугольничками, здесь по центру, перед рогом, вот здесь. И снова между треугольничками, по центру и с краю треугольника, как здесь. Вот, затем встретимся и закрепим вот эти края. Вот я уже дошла до края почти. Прикрепила, пришила вот этот
край треугольничка. Теперь здесь я делаю закрепку. И узелок прячу. Вытяну его сюда, ниточку. Отрезаю. Вот так выглядит. И теперь с помощью крючка прикреплю вот эти края. Вот здесь ближе к серединкам ушей. Вот таким образом. И второй раз закрепка. Теперь хвостик я прячу. Сейчас подтяну хорошо. Вот так. Подтягиваю. И прячу ее еще раз. Вот туда, в середину. Вот так получается. И делаем с другой стороны. Тоже вот к середине ушка. Так. Закрепка. И прячем хвостик. Вот так получилось. Сейчас я покажу, как я делала гриву. Чтобы не затягивать с публикацией видео, я покажу сам принцип, ну и сделаем уже самостоятельно. Я надеюсь, будет понятно. Хочу обратить ваше внимание, что гриву я вязала как волосы у куклы, то есть вот таким кружочком по голове. Вот, и вот здесь притык, все заполнено, то есть чтобы она была пышная. Здесь вы смотрите, как больше вам нравится, делайте. Я вязала именно как у куклы, чтобы были волосы, чтобы можно было делать разные прически и так далее. Потому что, например, лошадку я вязала по этой же схеме. Вот, и здесь я делала просто как гриву, вот такой полосочкой. Вот, просто разницу хотела вам показать. Вот так. Поэтому сейчас я сделаю буквально там одну желтенькую, одну оранжевую. Покажу, как я прикрепляю. Если вам этот метод понравится, подойдет, то, пожалуйста, делайте так. Или по-своему, как-то по-другому можно делать. Я думаю, любая игрушка будет по-своему очень красиво и оригинально. Пряжи идет достаточно много на гриву. Ну, если делать, например, такую пышную. Итак, покажу здесь на видном месте, но принцип тот же самый. Вот здесь вокруг все я делала, то есть практически вот в каждую, вот эту вот за каждый столбик, там где-то через один, где-то в каждый, я вязала вот такие волосинки. Покажу на видном месте.
Вот так, к примеру, здесь вывожу петлю и закрепляю вот этот маленький хвостик вот сюда в петельку, то есть как бы привязываю. Хвостик этот сразу прячу, чтобы ничего лишнего не торчало, и потом это не поправлять. Это, наверное, самая кропотливая работа в этой игрушке. И теперь снова за этот столбик вывожу петлю. На гриву я набираю по 50 воздушных петель. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Продолжаем. 49, 50. И просто вытягиваю вот так вот нитку и закрепляю. Так я провязываю каждую волосинку. Потом, когда провяжу все, я беру иголочку и с помощью этой иглы вот таким образом я прячу каждый хвостик вот сюда внутрь. Использую шелковую ниточку, можно нитевдеватель, у меня они ломаются. Шелковую ниточку продеваю и использую вот так. Вытягиваю и распрямляю. Если здесь остается хвостик, лишнее я отрезаю. Волосы не распадаются, держится все очень хорошо. Вот, смотрите, не распадается, ничего не вылазит. Вот. Мне этот метод очень нравится, я его часто использую, когда хочу, чтобы было пышно. И еще раз покажу. Оранжевую на этот раз взяла. И, допустим, вот здесь под столбик вытягиваю петлю, закрепляю маленькую, подтягиваю, хвостик этот прячу сразу. И снова через этот же столбик уже вытягиваю петельку сюда, хорошо закреплено, тоже ничего не оторвется. Если ребенок вдруг будет играться, дергать, все хорошо будет прикреплено. И продолжаю. Точно так же 1, 2, 3, 4, 5, 6. Довязываю 50. Вытягиваю. И при помощи иголочки прячу. Но я иголочкой прячу уже после того, как провяжу всю гриву. Потом я ее резиночкой связываю и по одной оттуда достаю и прячу.
Но это как вам удобно. Если вы решите делать таким способом, это, конечно, кропотливо, по времени затратно, но результат, мне кажется, того стоит. Шикарный. Можно делать разные прически. Мне такой метод очень нравится. Я его, в принципе, не видела. Как-то придумался он у меня сам, поэтому, может, кто-то пользуется, я не знаю. Но мне нравится. Гриву я делаю в основном желтым цветом, оранжевых буквально тут несколько штучек, для того, чтобы немного разбавить желтый цвет. А основной цвет это желтый. Теперь, что касается хвоста. Я его вязала вот в несколько рядов. То есть тут тоже, как вам больше нравится, более пышный, круглый или наоборот, чтобы поменьше был, но подлиннее. Все на ваше усмотрение. Чтобы он не занимал много по площади, так как это все-таки хвост, я делала под один столбик, как мы здесь вязали, вот одна волосинка под один столбик. А хвост я делала одну провязала, и в этот же столбик точно так прикрепляю и вяжу покороче. Итак, хвост я вяжу по 35 воздушных петель набираю. И потом, например, из этого же столбика снова делаю вот этот волосок и набираю 20 или 25. То есть выборочно смотрите, как вам объем нравится, не нравится, или просто чтобы длинные были. Я делала, чтобы были и покороче, и подлиннее. Просто, в общем, момент, что из одного столбика я делала по 2 волоска. Итак, основная длина это 35, вот самые длинные, а остальные уже 20, 25, 30 добавочные. Смотрите, будете вы их делать или нет. Надеюсь, не запутала. Надеюсь, все понятно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас получается и все ли понятно, и разобрались ли вы. Ну вот, друзья, мы с вами проделали огромную работу и почти завершили создание нашего прекрасного ликорна. Совсем скоро он будет полностью готов, и я уверена, что у вас получится настоящая сказочная игрушка. Спасибо вам за то, что вяжете вместе со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и обязательно делитесь своими результатами в комментариях. Мне всегда очень интересно почитать и пообщаться с вами. Не забывайте включать колокольчик, чтобы не пропустить финальную часть мастер-класса. А сейчас оставайтесь со мной, впереди еще больше вдохновения и новых мастер-классов.